Даже не знаю, что и сказать. В моей мастерской были и дерево, и пластик, и сталь. Дошла очередь и до кожи. Я бы хотел опробовать все материалы, из которых собран окружающий нас мир. Приветствую! Вы на канале Алекс Войда, а это рассказ про брелок для автоключа. Новый ключ болтался на карабине, и уж не знаю почему, но это раздражало меня. Такая ерунда заставляет обращать на себя внимание каждый раз. Поэтому теперь у ключа новый брелок, а у меня новый проект. Колечко осталось у меня от проекта про футляр для моей старой отвертки, которую я восстановил и сделал из нее интерьерную вещь. В том проекте много полированной стали, стекла и блеска. Это проект про историю и про детские воспоминания. Переходите по ссылке, видео еще никого не оставило равнодушным. Приделать к брелоку кожаный ремешок – та еще затея. Но связка гремящих ключей действительно раздражает, и не только меня. Релекты ушедших эпох цепляются за наши карманы своими выступами и проточками и никак не хотят оставить нас, даже сейчас, в наступившем будущем. Господа дизайнеры автомобильных, да и других ключей, придумайте уже что-нибудь, что будет по-настоящему прикольно. И что не будет вызывать грусть каждый раз, когда натыкаешься в кармане на ключ от авто. Кожа, конечно, интересный материал, но мне больше импонирует дерево. Теплое, красивое и живое, оно вдохновляет меня на необычные вещи и позволяет делать самые невероятные конструкции.
жмите на ссылку. Там история об интерьерной полке для хранения вина в форме полумесяца. Думаю, над кожей надо поработать еще. А пока брелок остается на ключе, а я прощаюсь с вами. Желаю вам успехов, удачи в ваших начинаниях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорой встречи, пока!